Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. Получил я посылочку сегодня. Здесь саженец нового сорта метельчатой гортензии. Сорт называется «Краса Лескова». Сейчас распакуем посылку, посмотрим, что внутри, какое состояние у саженца, учитывая, что сейчас начало февраля. Нахожусь в Московской области, у нас еще зима. Холодно, много снега, и до начала вегетации растений еще очень долго. Поэтому мне надо этот саженец как можно дольше сохранить в спящем состоянии, и в то же время я его хочу пересадить в большую емкость. Все это сейчас я проделаю и вам покажу. Посмотрим, в каком он состоянии. В принципе, упаковочка хорошая, как вы видите. Сейчас я все распакую аккуратно. Снял я картонную упаковку, саженец в литровом горшке. Ну, смотрите, я так понимаю, что это, наверное, все-таки двухлеточка. Мне хочется очень надеяться на то. 2 побега из черенка. Может быть, это, конечно, и однолетка. Ну, такое хорошее у него развитие. Сантиметров 40 примерно побеги. Тоненький, конечно. Ну, давайте сейчас вот немножко так поскребем кожицу. Ну, фисташкового цвета. Я не знаю, может быть, камера не очень хорошо передает, но саженец живой. Зеленый, светло-зеленая древесина. Стебель под кожицей. В общем, хороший вид. Такой упругие побеги. Этикеточка «Краса Лескова». Ну, сейчас я распакую горшок, емкость, посмотрим, что внутри. Так, ну, грунт влажный. Вероятнее всего, саженец был изначально с замороженным комом земли. Хорошее состояние. Можно было бы сразу прям так вот его и убрать на зимнее хранение, а хранить мне его нужно примерно до конца марта, начала апреля. Но я его все-таки решил пересадить сейчас в большую емкость. 2-литровый горшочек я уже приготовил. Методом перевалки буду пересаживать, чтобы меньше травмировать корни. Посмотрим сейчас корневую систему, конечно, оценим ее. И еще такой момент, я его не буду обрезать. Почему, объясню немножко чуть попозже. Пересаживать растения я буду в обычную покупную землю с добавлением перлита. Это земля для рассады, достаточно хорошего качества. На основе торф, конечно, немного увлажненная слегка. Ну что ж, давайте сейчас прям сразу и пересадим. Небольшое количество грунта в нижнюю часть емкости. И вот таким образом аккуратненько сейчас посмотрим на корневую. Вот, надеюсь, что вам хорошо видно, что корневая система в целом неплохая. Она уже вышла за пределы, то есть за пределы емкости, или вот заплела практически весь ком. Ну, нормальная корневая система. Также вижу присутствие агроперлита. Удобрения осмокота я не вижу. Значит, было укоренено и посажено просто в землю без внесения удобрений. Ну, возможно, удобрялось просто водорастворимыми удобрениями. Скорее всего, этот саженец, я так думаю, был укоренен летом прошлого года. То есть он, наверное, все-таки больше однолетний, чем двулетний. Ну, ничего страшного. Состояние у него хорошее. Сейчас примерю. Не буду я разрыхлять землю вокруг корней. На данном этапе это совершенно не нужно. Мне нужно, чтобы этот саженец лучше сохранился в течение практически еще 2 месяцев, пока у нас холодно. Все-таки я, конечно, внесу осмокот, 1 чайную ложку, потому что в этой емкости у меня будет весной стартовать
это растение. Я вот таким образом немножко все-таки по краям добавлю удобрений. Небольшое количество, как вы видите, внес 1 чайную ложечку. Удобрение долгоиграющее, его хватает на полгода. Ну, хорошо с него, конечно, развиваются растения, особенно гортензия, либо вообще любые контейнерные растения с него хорошо растут. Добавил 1 раз в сезон и забыл про другие подкормки. Это не реклама, вы можете использовать любое другое аналогичное удобрение, которое вам больше нравится. Просто я вот полюбил осмокот за его универсальность. Есть и другие хорошие удобрения разных производителей с похожими свойствами и качествами. Может быть, даже и более дешевые. Напишите в комментариях, какими удобрениями вы пользуетесь при посадке гортензий, при выращивании. Это будет всем интересно. Ну вот, собственно говоря, и вся пересадка. Сейчас я немного полью, немного увлажню растение. Слегка полью холодной водой, ни в коем случае не теплой, чтобы не запустить процессы активации роста. Потому что может, конечно, растение проснуться. Это мне пока не нужно. Может быть, чуть-чуть пораньше я его занесу в более теплые условия, для того, чтобы запустить процесс роста немного раньше. Почему я его не буду обрезать? Вот многие спросят меня, почему сразу бы его не обрезать. Обычно я так и поступаю с большинством саженцев, которые приходят ко мне в весенний период. Я их, конечно, обрезаю на 2-3 междоузлия, оставляя небольшое количество почек, то есть делаю низкую обрезку и беру побеги на черенки. Режу на черенки и в дальнейшем размножаю укоренением черенков. В данном случае я пока не буду обрезать. Возможно, что я буду полностью оставлю эти побеги и буду брать просто с них однолетний прирост. Зеленым черенкованием буду размножать этот сорт. И таким образом количество саженцев у меня будет, конечно, побольше. Да, они будут немного слабее, нежели когда мы укореняем одревесневшие черенки. Но, тем не менее, по количеству их будет побольше. Все-таки сорт новый. Многие спрашивают у меня новинки, задают вопросы, какие сорта у меня появятся в этом сезоне в новом. Ну вот, думаю, краса лескового у меня будет небольшое количество саженцев. Эту емкость, этот горшок я сейчас отнесу в хранилище, там где температура у меня от 0 до плюс 2 градусов. И оно у меня должно провести в спячке еще вот хотя бы 1,5 примерно месяца. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.